Это тот самый момент, которого мы все боялись и которого с нетерпением ждали? Или это только начало более масштабной бури, которая навсегда разрушит основы мировой индустрии развлечений? Ознакомьтесь с подробным разбором откровенных признаний, потрясших мир, когда Ким Тэ-йон и Джон Чин-гук наконец решили разрушить стену молчания, которая годами стояла в тени удушающей славы. Прежде чем мы углубимся в правду, которая навсегда изменит вашу точку зрения, поставьте лайк этому эксклюзивному репортажу. Оставьте комментарий со своей теорией или чувствами и подпишитесь, чтобы не пропустить ни одной детали нашего подробного расследования, которое мы представим до конца. Вы когда-нибудь представляли, что произойдет, если правда, так аккуратно похороненная почти 10 лет, внезапно будет насильно вырвана на поверхность теми, кого мы больше всего боготворим? А что, если за всеми этими улыбками на гигантских рекламных щитах Таймс-сквер и за энергичной хореографией, ослепляющей миллионы глаз, скрывается история гораздо более сложная, мрачная и человечная, чем мы когда-либо смели себе представить? Напряжение, царившее в воздухе той ночью, было необычным. Температура, опускавшаяся ниже нуля, казалась незначительной по сравнению с холодом атмосферы в тщательно охраняемом конференц-зале в неназванном месте в районе Йонсон. Годами предположения были обычным делом для поклонников и наблюдателей индустрии развлечений. Но сегодня, похоже, туман начинает рассеиваться в ослепительном свете прожекторов. Вопрос уже не в том, когда они заговорят, а в том, действительно ли мы готовы услышать то, что они скажут. В комнате царила тишина, такая тишина, что тиканье настенных часов казалось ударом молотка судьи, готового вынести вердикт. Приглашали всего 5 ведущих журналистов, весьма необычный шаг для менеджмента, который обычно приглашает сотни представителей СМИ даже для самых незначительных объявлений. Намек на то, что это не просто объявление о выпуске альбома или мировом турне, был очевиден с момента отправки физического приглашения без официального бланка, а всего лишь черной карточки с хорошо известными миру инициалами. В том, как настраиваются огни камер, есть что-то очень глубокое и неотложное, словно каждый объектив готовится запечатлеть фрагмент истории, который никогда не повторится. Обычно расслабленное присутствие сотрудников службы безопасности теперь выглядит более настороженным, их глаза постоянно осматривают каждый уголок комнаты, следя за тем, чтобы ни одна деталь не просочилась преждевременно. Эмоциональная атмосфера в комнате была очень реальной, смесь взрывного предвкушения и страха перед неизвестностью, которая окутала сердце всех присутствующих. Когда, наконец, открылась тяжелая дверь в конце комнаты, звук скрежета дерева по мраморному полу, казалось, прорезал жуткую тишину. Ким Тэ-йон первым вошел в черную, чрезмерно формальную одежду на встрече, заявленной как открытая дискуссия, но в его глазах не было того блеска попа-звезды, к которому мы привыкли на сцене. В них чувствовалась тяжесть, усталость, которую не мог скрыть никакой макияж. За ним следовал Джон Чин-гук более размеренными шагами. Слегка склонив голову, он наконец поднял взгляд и посмотрел прямо в камеру с таким выражением лица, которое, казалось, говорило о том, что он снял все защитные барьеры. Не было привычной улыбки приветствия. Не было радостного взмаха руки. Были только 2 взрослых мужчины, которые выглядели так, словно только что вышли из долгой и изнурительной внутренней битвы. Почему сейчас? Почему, после всех бесчисленных достижений и рекордов, они решили встать именно здесь и рискнуть потерять все? Они сидят рядом, расстояние между ними кажется таким значимым и в то же время таким естественным, парадокс, который уже много лет является предметом обсуждения миллионов людей в социальных сетях. Тэ-йон издал долгий вздох, который отчетливо зафиксировал чувствительный микрофон перед ним, создав тихий гул, заполнивший комнату. Он не стал сразу говорить, а смотрел на свои сцепленные пальцы на столе, словно собирая воедино обрывки слов, которые хранил в самых темных уголках своей памяти. Тишина длилась почти 2 минуты, время, которое журналистам, державшим наготове ручки и диктофоны, показалось вечностью. Чин-гук, напротив, выглядел более взволнованным, но все еще пытался сохранять самообладание. Он время от времени поглядывал на Тэ-йона, передавая невербальный код, понятный только им двоим, скрытый намек на близость, выходящую за рамки просто работы в одной музыкальной группе. «Мы знаем, о чем вы думаете», — наконец, голос Тэ-йона нарушил тишину тихим, но очень четким тоном. «Мы знаем обо всех теориях, всех предположениях и всех вопросах, на которые мы не могли ответить почти 10 лет.
Он на мгновение замолчал, позволяя этой фразе проникнуть в сознание каждого, кто ее услышал. В этой столь откровенной честности есть глубокое удивление. Обычно каждое слово, произнесенное топовым айдолом, проходит через фильтр как минимум 3 уровней пиар-команд. Но сегодня атмосфера была очень грубой и нефильтрованной. Тэйон продолжил, что все это время они жили в нарративе, который не совсем принадлежит им, грандиозном сценарии, требующем от них быть лучшей версией, которую может принять мировой рынок, часто в ущерб самой подлинной части их самих. Речь идет не только о человеческих отношениях. Речь идет о праве на самоидентификацию в индустрии, которая относится к людям как к товарам, которые можно регулировать ради объемов продаж. Затем Чингук подхватил разговор, его голос слегка дрожал, но был полон непоколебимой решимости. Он рассказал о том, каково это – расти под пристальным взглядом миллионов, где каждое движение руки или взгляд микроскопически анализируется людьми, которые никогда по-настоящему их не знали. Он говорил об обещаниях, данных в тайне, и о том, как они постепенно стали почти непосильным бременем, которое невозможно нести в одиночку. Особенно сильный эмоциональный оттенок он вкладывает в рассказы о ночах, проведенных в студии, когда они размышляли, до какого момента им следует играть отведенные им роли, прежде чем мир наконец увидит, кто они на самом деле. Сначала он не называл конкретных деталей, но его упоминание о невидимом внешнем давлении дает сильный намек на внутренний конфликт с более крупными властными структурами за кулисами грандиозной, но часто жестокой к поп-индустрии. Напряжение нарастало, когда один из журналистов осмелился задать вопрос, который считался табу: означает ли это признание, что вы готовы столкнуться с последствиями для вашей карьеры и имиджа вашей группы? Вопрос словно висел в воздухе, как дамоклов меч, готовый обрушиться в любой момент. Тэйон посмотрел на журналиста очень острым взглядом, в котором отражались одновременно разочарование и вновь обретенная смелость. Он объяснил, что карьера – это нечто эфемерное, вершина, которая однажды сойдет на нет, но целостность личности – это то, что они будут нести до конца жизни. Он косвенно утверждает, что есть нечто гораздо более ценное, чем многомиллионный контракт или золотой трофей, а именно возможность проснуться утром и посмотреть в зеркало, не чувствуя, что перед ними незнакомец в изысканной, но удушающей маске. Настоящий сюрприз произошел, когда Тэйон вытащил из кармана пиджака небольшой конверт, предмет, который выглядел очень простым, но чье присутствие на столе во время конференции, казалось, несло в себе груз в 1000 тонн. Он не открыл его, а просто положил перед ними, как будто это было физическим доказательством всех только что сказанных слов. Он намекнул, что внутри конверта находится ответ на одну из самых больших загадок, окружающих их путь. На протяжении всего повествования Чингук продолжает демонстрировать очень защитную позу по отношению к Тэйону, деталь, которая не ускользает от внимания камеры. В какой-то момент он положил руку на руку Тэйона, и Тэйон, казалось, с трудом подбирал слова, небольшой жест, полный эмоционального смысла и демонстрирующий глубину их связи. Они говорили о жертвах, на которые должны идти их семьи, о том, как самые близкие люди должны разделять эти секреты и нести бремя лжи, чтобы сохранить стабильность многомиллиардной индустрии. Это уже не просто история о 2 знаменитостях. Это человеческая трагедия, окутанная блеском популярности, история о том, как личные свободы часто приносятся в жертву безличным коллективным интересам. По мере развития беседы атмосфера в комнате начала меняться от чистого любопытства к глубокому чувству сопереживания. Оба начали рассказывать о конкретных случаях из прошлого, о моментах за кулисами после большого концерта, когда они чувствовали себя опустошенными, несмотря на то, что только что получили приветствие от десятков тысяч людей. Тэйон рассказывает историю о ночи в Париже после мирового турне, когда он сидит на балконе отеля и понимает, что больше не знает, кто он такой, если все прожекторы погаснут. Он говорит о том, что Чингук – единственный, кто может видеть сквозь его маску, и как они вдвоем заключили тайную сделку, чтобы сохранить рассудок друг друга в безумии индустрии, которая постоянно требует больше, чем они могут дать. Нет пунктов, которые могли бы суммировать всю сложность эмоций, которые они излили в ту ночь. Повествование, которое они выстраивают, это поиск истины в мире, полном лжи, тщательно выверенной. Они намекают на тех, кто не хочет, чтобы эта правда вышла наружу, давая понять, что существует реальная угроза, с которой они сталкиваются, выбирая высказаться сейчас.
Это не просто очередной рекламный трюк для повышения популярности. Напротив, это похоже на акт самосаботажа, совершенный для спасения оставшейся души. Страх перед негативной реакцией фанатов, возможным расторжением рекламных контрактов и риском быть отвергнутыми индустрией – все это реально. Однако для них бремя сохранения этой тайны уже стало гораздо опаснее любого риска, с которым они могут столкнуться после этого. Каждое их предложение словно соткано из переплетающихся нитей печали и мужества. Чингук на мгновение замолчал. Его глаза затуманились, когда он упомянул, что чувствует себя предателем доверия фанатов, не будучи честным с самого начала. Но он также подчеркнул, что нечестность была не по его воле, а скорее частью механизма выживания, навязанного им с самого раннего возраста. Они – дети, брошенные в огненную печь индустрии развлечений, от которых ожидают, что они выйдут безупречными, совершенными драгоценными камнями, не подозревая, что сами драгоценные камни формируются под огромным давлением, которое часто разрушает их первоначальную структуру. Поток новостей становится все более напряженным, поскольку они начинают подробно рассказывать о том, как эта тайна хранилась все это время. Существуют особые протоколы, тайные встречи в неожиданных местах и использование определенных кодов в общении, чтобы избежать прослушивания или утечки информации. Они изображают жизнь, больше похожую на жизнь агента разведки, чем музыканта, где каждый шаг должен быть тщательно продуман, чтобы не вызвать подозрений, которые могли бы разрушить их публичный имидж. Это осознание открывает новую перспективу для поклонников, которые пытались найти подсказки в каждом видео или фото, которые они выкладывают. По-видимому, подсказки существуют, но они часто замаскированы таким образом, что прочитать их могут только те, кто действительно понимает коды. Затем Тэйон упоминает поворотный момент, произошедший несколько месяцев назад, событие, которое заставило его понять, что он больше не может жить в тени. Этот инцидент был связан с очень личной потерей, которая заставила его задуматься о смысле существования и честности. Он не стал вдаваться в подробности инцидента. Но эмоции, которые он проявил, говоря об этом, были достаточны, чтобы заставить всю комнату замолчать в глубоком уважении. Это был момент, когда он решил, что, какой бы ни была цена, он должен говорить. И когда он рассказал Чингуку о своих намерениях, в ответ получил не страх или запрет, а скорее заявление об абсолютной солидарности: «Если ты прыгнешь, я прыгну вместе с тобой». Это заявление, хотя и звучит как цитата из романтического фильма, в контексте суровой реальности индустрии развлечений, очень рискованное решение. Они оба понимали, что, высказываясь, рискуют не только своим будущим, но и стабильностью компании и остальных коллег. Однако ощущается неотложность, которую больше нельзя откладывать. Они чувствуют, что, оставаясь в молчании, подают неправильный пример молодым людям, которые видят в них образцы для подражания, пример, ради которого, чтобы добиться успеха, нужно как можно глубже зарыться в себя. Сегодня вечером они хотят разрушить этот миф, даже если это означает, что им придется стать мучениками за свою правду. Еще один глубокий шок наступил, когда они рассказали о записях и документах, которые они собирали годами в качестве страховки на случай, если кто-то попытается заставить их замолчать силой. Это уже не просто вопрос чувств. Это настоящая борьба за власть между отдельными людьми и гигантскими корпорациями, контролирующими общественное мнение. Они больше не пассивные идолы. Они превратились в умных игроков в игре, в которой сами когда-то были всего лишь пешками. Это объяснение меняет тон разговора с простого эмоционального признания на нечто гораздо более тактическое и насыщенное политическим содержанием в масштабах глобальной индустрии развлечений. Когда стрелки часов приблизились к 3 часам утра, атмосфера в комнате не ослабевала. Напротив, ее накал только нарастал. Журналисты поняли, что слушают то, что навсегда изменит карту мира развлечений. Секреты, которые они хранят, касаются не одной-двух вещей, а целой сломанной системы.